О чем мы сегодня пришли и собрались поговорить, это, наверное, неожиданный взгляд на Хануку. Есть ортодоксальный, религиозный, все мы его знаем, разговор идет о чуде Хануки, в смысле того, что произошло с маслом. И имеется в виду, что при очищении храма мы его почистили, в буквальном смысле слова, от чуждых ему элементов, не только прибрались, но еще и выбросили все, что не должно было там стоять. И внесли то, что нужно. Из того, что могли, то нашли, то и сделали то, что нужно, имеется в виду минора, стол, сделали из необработанных камней, сделали жертвенник и начали жертвоприношение. Этот отрывочек о чуде масла, который налили в светильники, оно горело вместо одного дня, сколько должно было хватить, на 8 дней, знают все, мы рассказываем нашим деткам обязательно, и где бы мы ни встречались, на Хануку, в еврейских организациях или не в еврейских организациях, мы рассказываем именно эту историю. Вторая история историческая. Ну, история историческая – это тавтология, но второй аспект Хануки исторический, он написан в книгах, которые не вошли в еврейский канон. Это книги Маковеев или книги Макаби. В них описывается о том, что да, мы вошли, да, мы очистили, да, мы поставили светильник, сделанный из копий, да, мы поставили столы, начали приносить жертвоприношения, и ни слова не сказано о том, что нашли кувшинчик кошерного, разрешенного масла или не нашли. Мы так привыкли говорить, что с одной стороны мы победу Хасманеев празднуем, а с другой стороны мы празднуем чудо, которое проявил Всевышний для того, чтобы поддержать дух еврейского народа, потому что хотелось, чтобы именно в этот момент особенно прозвучал патриотизм. Он был необходим. Без него война казалась совершенно безнадежной. Очередное восстание, которое можно подавить в любой момент. Империя огромна. Мы маленькие на карте этой империи. Я уже не говорю о количестве солдат, которые принадлежали армии Хашманеев. Поэтому нереально. И вдруг возникает такой взлет еврейского самосознания. Ведь 400 лет до этих событий мы с вами жили под каким-нибудь правлением, может быть, даже больше 400 лет. Мы жили под каким-либо правлением, либо вавилонским, либо персидским, либо греческим. И мы так привыкли рассуждать, я имею в виду, мы победили в Хануку, потому что произошло чудо, и Бог вмешался, потому что произошло второе чудо, что в руки малых предали многих, это второе чудо, так сказать, историческое чудо, и больше не задумываемся, собственно говоря, с чем мы боролись. Правда, есть еще один аспект, это правда, о нем часто упоминают, о том, что мы с вами боремся даже не столько с самой империей. Империя, слава Богу, в этот момент испытывает огромные трудности. Да, доброе утро, все в порядке. Нет, это я иногда. Огромные трудности испытывает империя. В каком смысле? Как вы знаете, любая большая территория требует огромных усилий для управления. И нужно содержать не только огромное войско, нужно постоянно его употреблять. Если не в одной точке, то в другой. И нам в некотором смысле Бог помогает,
делая восстание Селевкидской империи в разных точках. Наша только одна из них. Можно стянуть войска к нам и победить, можно отправить в другую область и там. И когда мы анализируем сами себя в тот момент, то мы говорим, очень много людей примкнуло к эллинистической цивилизации. Что такое примкнуло? Примкнула – это была прельщена ею. Потому что евреи в связи с запретом на изображение всевозможных животных или людей, или цветов даже, за редким исключением, практически не пользовались декором, кроме разве что, может быть, вот расписывания горшочков, ткани или еще что-то в этом роде. Все остальные окружавшие их цивилизации в той или иной мере развивали искусство. Искусство как такового на территории Израиля не было в силу вот такой специфической религиозности, которая запрещает изображение. И вдруг, даже в отличие от персов, которых мы хорошо знали, даже в отличие от египтян, которых мы хорошо знали, мы вообще оттуда вышли, мы встречаем искусство, которое поражает нас своей новизной. И персы, и египтяне – это все еще люди рассказа на стене. То есть на стене вырезается некий рельеф, в котором, как в книге, иллюстрации за иллюстрацией, рассказываются некие события, либо сам рельеф служит декором для стены, например, как ворота Аштар в Бавеле, в Вавилоне. И то, что приносит эллинистическое искусство, это роскошь, просто роскошь. Мы никогда такого не видели. Не польститься на это просто невозможно. Потому что люди прекрасные, тела прекрасные, движения естественные, анатомия точна. Это как чудо. Для человека, который не умеет лепить и рисовать, художник – это чудо. Поэзия у нас, кроме Танаха, в эту пору ничего не существует. Самая большая поэзия – это 150 псалмов. Самая большая поэзия – это книга Иова. Самая большая поэзия – это ритмически построенные стихи и эпоса и законов Торы. И вдруг к нам попадает Гомер. И вдруг к нам попадает некий набор литературы. Я подчеркну это потом чуть попозже, посвященный человеку. Мы этого были лишены. Нам запрещено иметь героев. Потому что еврей убежден, просто убежден априори, что все, что случается в истории, у нас ли, у них ли, это все воля Бога. Поэтому герой – это всего-навсего инструмент. Что-то вроде маль-ах, то есть посланник, который пришел для того, чтобы выполнить его волю и ушел. Он сам по себе ничего не представляет без волеизъявления, без Духа Господня, который должен на нем пребывать. И когда такой шквал литературы, изобразительного искусства, новой для нас музыки ринулся в нашу маленькую провинцию, даже его не самые главные события, но так или иначе достигли нашей провинции, конечно, многие люди были прельщены. И им нравилось это. И они хотели быть похожими на греков, потому что греки ходили по-другому. Греки спортом занимались. Но откуда у евреев спорт? Разве что в случае, время от времени сбегать на войну или пахать так сказать, в поле или в винограднике. У греков уже давно был спорт как спорт, то есть культура тела. И это поражает. Есть даже некоторые
некоторые, скорее анекдоты, наверное, нежели правда, потому что они ничем не подтверждены, когда говорят, что наши мальчишки, ходя в гимнасии, то есть в фитнесы того времени, они стеснялись того, что у них было обрезание, и пытались как-то его имитировать. То есть что-то там вот подшивать, подклеивать. Ну, шутка есть шутка. Но настолько нас поразила культура, что многие сказали, что да, 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 мы хотим. И происходит эллинизация, то есть ассимиляция. Естественно, то есть ассимиляция. Где происходит ассимиляция и эллинизация? В больших городах. Большой город – это скопление народу, которое вынуждает человека быть толерантным. Чем больше скопление народу, тем необходимее для выживания быть более терпимым к проявлениям религиозным ли, культурным ли другого человека. Не так обстоят дела в деревне. В деревне все происходит немножечко по-другому. Если вы купите домик в деревне, то вы никогда не будете членами общины этой деревни. Вы всегда будете чужаками. У вас будет кличка какая-нибудь, в зависимости от вашего характера. И только, может быть, ваши дети станут полноправными членами общины этой деревни. И то кличка ваша сохранится в их фамилии. Ну, это так было, например, в 17-18 веках в России. Потому что деревня очень консервативна. Недаром Хашманаим, фамилия Хасманиев, живет в Мадиине, в маленьком городочке. Это деревенский город. Там мало проявлений эллинизма. Там нет гимнасий, там нет чтений греческой литературы, там нет скульптур, кто повезет в деревню скульптуру. И поэтому деревня сохраняет как можно дольше, сохраняет идентичность, свою идентичность. Именно там возможно восстание. Именно там Маккаби поднимаются, потому что греки решили, именно в связи с тем, что я сказал раньше, в связи с распадом, расползанием до конца, до 30-го года, фактически до окончательного падения Селевкидской империи, до прихода римлян, осталось совсем немного, около 100 лет. И империя расползается по частям, долго ее удерживать уже невозможно. И Антиох, Епифан, которого мы не любим, решил, политически совершенно верно, решил, что единственное, что может помочь в такой трудной ситуации, это единая идеология. И вот тут он ошибся. Он стал насаждать единую идеологию, то, что до него не было. Но идеология – это единственное, что нам оставили. У нас забрали землю, мы под кем-то, у нас забрали государственность, у нас нет своего управления царя, у нас забрали законы, мы живем то по-персидски, то по-гречески. И единственное, что оставалось, это наша вера. И нам теперь говорят, нужно поменять веру. Мы говорим, а что тогда поменять веру в тот момент означало умереть как народу? Это правда. Это правда. И в этот момент Маккаби говорят, ребята, дальше так больше нельзя. И начинается восстание. Мы восстаем и побеждаем. Трудно. В основном боремся сами с собой. Предположим, из 20 главных военных событий того времени, скажем так, 30% это будет борьба, собственно, с гарнизонами греческими. И 70%, может быть, я не могу точно сказать сколько, это будет борьба с эллинизированными евреями, которые говорят, мы не хотим обратно, нам тут нравится, мы хотим среди этого жить. Мы вернемся к этой фразе чуть позже. И Маккаби говорит, да нельзя. Это единственная, может быть, последняя наша возможность вернуть себе былую славу, былую независимость,
былую гордость. Человек должен быть гордым, что он принадлежит народу. Как может быть гордым человек, который находится в зависимости от другого? Маккаби за это. Тут с этим немножечко понятно. Всплеск нового для нас в тот момент национального и религиозного самосознания, всплеск отчаянный, последний и поэтому страшно мощный. Страшно мощный. Греки нас боялись. Есть один рассказ, который говорит, что 35 тысяч греков встали на вершину перевала, был некий перевал, холмы, а в долине стояли несколько тысяч евреев. 35 и несколько тысяч, по-моему, 6, если не ошибаюсь. Несколько тысяч евреев. И рядом стоял сожженный, только что взятый город. Ну, то есть, не совсем сожженный, там просто были пожары. Зачем уничтожать города? Просто побежденный город стоял. И греков, а поскольку все в стане греков были наемниками, это же империя, то есть самих греков как нации очень мало, они себя не идентифицируют себя, я имею в виду все воины 35 тысяч войска, они себя не идентифицируют с греками, они скорее выполняют приказ начальства. И вдруг они увидели, что люди, которые стоят в долине, не делят добычу, не пьют вина, не празднуют победу, а готовятся к следующему нападению. Они увидели, скажем так, слишком для них вдохновенное войско. И они поняли, что эти люди будут биться насмерть, а насмерть не на свою, а на их, то есть греческую смерть. Эти люди каждый за собой потянет 5, а значит, еще не факт, 35 или 6, кто кого победит. И греки, постояв около суток, соскочили с горы, ушли назад под предлогом того, что есть еще более важные военные действия. Это было не раз, потому что греки и евреи в тот момент одерживали верх по очереди, время от времени, то одни, то другие побеждали. Но сам дух, который поднял Маккаби, позволил противостоять, вот буквально стоять против. То есть греки приходят, выбивают, мы опять выбиваем. Греки приходят, побеждают, мы опять побеждаем. То есть вот такое долготерпение в течение 20 лет, а ведь это целое поколение. 20 лет в то время это было целое поколение. Это поразительно. Это поразительная сила духа. Для того, чтобы понять, почему мы можем еще, то есть не только чудо Хануки светильника, не только, так сказать, героизм наш, не только будущий распад Селевкидской империи, который уже начинается в это время, но есть еще один очень важный аспект. Это, скажем так, уровень религиозности противостоящих сторон. Религия играет огромное объединяющее значение. Религия – это идеология народа. Религия – это то, вокруг чего даже самый слабый может собраться. Даже самый далекий может собраться. Всех может объединить только одна большая и по-настоящему мощная идеология. Если мы с вами обратимся к иудаизму, там, собственно говоря, все ясно. Ту идеологию, которую сохранили хасмонеи, мы с вами знаем, как религия еврейского народа или иудаизм. И мы знаем с вами, чтобы долго не рассказывать, о том, что это один Бог, что Он создатель неба и земли, что Он вмешался в историю, дав нам учение о человеческом общежитии для евреев, и для всех остальных, это законы для всех, и что он помогает и вмешивается, и он не имеет атрибутов, и он самый, и других не бывает, эта идеология воспитывалась столетиями в нас, то что же тогда происходит? Давайте попробуем проанализировать, что происходит с греческой религией. Именно религией. Но лучше всего это сделать на основе искусства, греческого искусства.
Потому что искусство, как правило, отражает менталитет. И религиозные институты, и обрядовая система, и искусство создаются одним и тем же инструментом. Они создаются человеческой душой, человеческим разумом, человеческим сердцем. И поэтому проявления одного могут проследиться и в проявлениях другого. То есть иногда они взаимосвязаны, иногда они друг другу противоречат. Есть закономерности, которые помогают нам понять. Глядя на искусство, можно понять, что случилось в религии. Глядя на религию, можно понять, как появилось то или иное искусство. И вот сейчас мы с вами, собственно, ради этого мы и собрались, сейчас мы с вами сделаем небольшой экскурс в греческую культуру и в греческое искусство. Вы увидите картиночки из Пушкинского музея, и мы с вами попробуем разобраться, как эволюционизирует греческое искусство и что в этот момент происходит в греческой религии. Сейчас первая картинка – это протоархаика. Архаика означает очень древний, что-то древнее. Посмотрите, у вас написано 3-2 тысячелетие до новой эры. 3-2 тысячелетие до новой эры – это Авраам. Ну, то есть имеется в виду, Авраам появляется во втором веке, во втором тысячелетии до новой эры. В конце периода крито-микенской культуры появляется Авраам. То есть эта культура достаточно развита. Ну, что значит достаточно? В тот момент, может быть, одна из лучших. Она не очень большая, не очень масштабная, в отличие от предшествующей ей на востоке шумерской культуре или шумеро-аккадской впоследствии. Потому что зиккураты – это огромные мегалитические сооружения. Вот. Здесь все помельче, здесь все попроще. Но вот с левой стороны вы видите богинь, это девочки-богини. Как правило, это скульптурки, которые помогали вести хозяйство в доме, рожать детей, символы плодородия. И человек склонен обращаться к кому-нибудь. Предчувствие Бога существует в человеке, как мне кажется, изначально. Это вот религиозное чувство, некое чувство, которое я даже не могу сказать, когда зародилось. Первые похороны датированы 70 тысяч лет до новой эры. Но похоронить человека – это уже верить, что он не мертв. То есть вот религиозное чувство зарождается где-то там, очень давно. Но принимает вот такие простые формы. Человек открывает для себя Бога потихонечку, вышелушивает его вот как из шишечки только можно достать истинное зернышко, он его вышелушивает. Ну, пока они понимают богов вот таким образом, то есть к ним можно обращаться. Какие-то праматери, может быть, какие-то праматери, которые были успешны, дали основание роду, и к ним обращаются люди. Степень развития пластического искусства, то есть выразительности, можно проследить на правой картинке. Это корова, которая нежно облизывает теленка, это наблюдение из жизни, это очень реалистическая картинка. Конечно, это уже много лет прошло после наскальной живописи, тоже талантливой, но детской, более детской. Здесь уже развитая. Есть наблюдательность, есть анатомия, есть характеры и коровы, и теленка, и как теленок тянется к матери, как она его ласкает. То есть крито-микенская культура чудесная, чудесная по своему изыску, по своей достоверности. Богини, вот в отличие от прежде, которых мы с вами видели, становятся со временем, то есть к концу второго тысячелетия, становятся все более человекоподобными и все более реалистичными. И те человекоподобные, естественно. Но эти более реалистичные, и мало того, они начинают добавляться атрибутами. Мы теперь уже видим змеи в руках, тонкая работа. И орнамент очень красивый. Но орнамент, в общем-то, все народы могут похвастаться.
потому что люди всегда старались окружать себя красотой, расписывая предметы обихода. Но вот богини, они маленькие, совершенно небольшого роста, я не знаю, может быть здесь сантиметров 30. Видны даже мои пальцы, я фотографирую это через стекло в музее, поэтому есть масштабность. Вот представление о богах. Через некоторое время, это уже близко к классике, появляется архаика, собственно архаика, архаичное искусство, то есть древнее. Я пропускаю темные времена, потому что приходят берийцы и уничтожают греко-микенскую культуру, совсем уничтожают. Почему вдруг после таких богинь, которые уже были, ну, скажем так, более человечны, вдруг появляются какие-то смешные изображения? Потому что греки начинают с нуля. Все, что они видят, это Средиземноморье, я имею в виду, время от времени они могут путешествовать в Египет, они могут видеть скульптуры фараонов же, и они могут видеть барельефы. Все, больше ничего нет. Так вот, Курос слева похож на скульптурку фараона. Фараоны тоже так ходят. Они не отрывают заднюю пятку, или пятку задней ноги, они просто один шажочек вперед, и это уже считалось огромным достижением. Это был как будто отрыв от стены. То есть вот на стене было изображение фараона, и вдруг он сделал шаг вперед. Он мог стоять прямо к стене, то есть как барельеф. И вдруг он отошел. Достижение величайшее. Что вы, что вы, что вы, что вы. В Греции вдруг появляется после темных веков отдельно стоящий человек. Появляется Курос и Кора. Вторая девочка, называется поза бегущей девочки. Она не совсем похожа на бегущую, это все еще очень условно, так назвали историки искусства, но она повернута так, как будто у нее согнутые одно и второе колено. Ну, вот такое впечатление, что она либо поднимается с колен, либо бежит, находится в бегущей позе. Что такое Курос и Кора? Это одинаково могут быть мальчик и девочка, и в то же время это может быть изображение одного из богов. Настолько они условны, что их можно насыщать чем угодно, то есть любым содержанием. Куроса и Кору можно насытить любым содержанием. Некоторые предполагают, что это все-таки изображение юноши и девушки, и тогда нужно объяснить, зачем они появились. Другие объяснения – это боги. Ну, предположим, что слева Курос – это некое подобие Аполлона, а бегущая девочка – это может быть Диана, может быть Дриада, может быть, я не знаю, может быть Афина, воюющая каким-то образом. Но это только предположение, потому что ни атрибутика, ни символика какая-нибудь заложенная в них не дает нам повода для фантазии. Следующая картинка – это следующий этап в развитии скульптуры. Появляется богини. Вот уже нет Кор, уже нет Куроса, но появляется некая богиня, это Гера, богиня Земли. Мы приближаемся к классическому искусству, мы приближаемся очень медленно, хотя, конечно, темпы развития греческого искусства просто невероятные. Если начать вот за 100, за 200 лет, художники, учась друг у друга, а потом перебросившись на натуру, они начинают достигать огромных результатов с точки зрения искусства, с точки зрения выразительности того, что они делают. Так вот, Гера, она еще похожа в некотором смысле на... Это две разные скульптуры, но видно, что они схематически сделаны в одном и том же ключе. Они похожи на колонну. Потому что даже драпировки на одежде Геры сделаны так, как сделаны канилюры. То есть желоба, которые
поддерживают и облегчают на самом деле колонну. Если сделать без канилюр, то диаметр колонны нам будет очень большой. А так выступающие части сохраняют ее диаметр и в то же время уменьшают внутренними своими прорезями, внутренними углублениями, уменьшают зритель, уменьшают диаметр. Богиня, она еще, это какие-то герои греческие, служили частью архитектуры, они принадлежали архитектуре. Нечто в этом роде мы с вами видим. Мы с этим, может быть, больше знакомы, например, не часто мы ездим в Грецию, не часто ходим по греческим отделам музеев, но мы часто бываем путешествуя, например, по Европе. Вы приезжаете в Прагу, вы приезжаете в Кёльн, вы приезжаете в Краков, и, в общем, где застаете средневековый город, особенно раннее средневековье, вы видите, что все скульптуры на здании подчинены архитектуре здания. Они служат, собственно, дополнительными колоннами. Только в последнее, вот в позднее средневековье и в начале Возрождения события начинают переставать быть архитектурными элементами и становятся частью как раз декора. Вот. Но с громадной скоростью развивается выразительность. Если мы сравним нашего Куроса, который всего меньше 100 лет старше молодого человека, лежащего с щитом, это угловая часть фронтона храма, надо было занять маленькое пространство, поэтому человека положили так, чтобы он его занял. И слева юноша стоит, у него уже очеловеченное, ну, скажем так, реалистическое лицо, а не просто схема, но он и есть колонна еще, он центральная колонна, он возничий, знаменитый возничий, и все-таки он сохраняет форму колонны, воспринимается частью экстерьера храма, как и мужчина, лежащий внизу. Мы не можем здесь рассмотреть, но у всех фигур того времени есть некая такая вот блаженная улыбка на лице, потому что и шаг вперед от стены, и анатомия, которая появилась с точными пропорциями, локоть к плечу, плечо, так сказать, к грудной клетке и так далее, все пропорции соблюдены точно. Еще было еще одно открытие. Оказывается, камень может улыбаться. И камень стал улыбаться. И все, вау, как это красиво, как это интересно, камень улыбается. И это трогало, это приятно было. И вот этот умирающий, фактически раненый воин, он тоже по привычке из архаики, в архаике все изображения улыбались, вот он до сих пор еще улыбается, хотя он умирает. Следующее открытие – это впервые. Вот мы должны знать, когда случается революция. Это впервые. Это первый парный портрет. Гармодий и Аристогетон. Люди, которые победили тирана, некого тирана, который правил их городом, они его свергли. И группа еще, скажем так, еще архаична по своей улыбчивости, по постановке тел, по тому, как они еще скованно ходят, но это впервые проявляется, вот если мы с вами говорили, что Кора и Курос это еще неопределенные образы, затем воин – это уже определенный образ, и возничий определенный образ, а Гера – это уже богиня, то есть начинает разделяться. Люди и боги в некотором смысле разделяются. Они не одинаковые. Нам понадобится эта неодинаковость, вот буквально вот-вот уже скоро. Вот. Но здесь впервые конкретный портрет. Вот не просто человек, не просто воин умирающий, не просто возничий, и тем более уже не Курос, давно уже не Курос. Это конкретный портрет. Впервые появляется портрет конкретного человека. Это и революция. Это внимание к этому человеку, это прославление человека. Я должен здесь подчеркнуть,
нам понадобится через 3 картинки эта идея о том, что мы разнимся с западным миром. Я имею в виду мы как евреи, как азиаты, как люди, исповедующие еврейскую религию, иудаизм. Мы отличаемся от греков, основателей европейского и западного мира, я имею в виду идеологии. Мы отличаемся тем, что мы чаще всего, в 99% случаев говорим «мы». Мы не видим себя без других. Мы не видим себя мы не видим собственного спасения без спасения всего народа. Когда мы говорим о спасении вообще, мы говорим о спасении народа. И мы, часть его народа, тоже надеемся быть спасенными. Поэтому в наших молитвах постоянно звучит «Элогейну», «Вельгейватейну». Ну, на конце означает «Бог наш», «Бог праотцов наших». Все наше, все мы. Грек первый приносит к нам идею, я имею в виду эллинистическая культура вообще, приносит нам идею героя. У нас ее не было. Кроме Шимшина, на которого сходил Дух Господень, и если б не эту книгу, если б не сходил этот Дух, то книгу бы не приняли совсем, то она бы не была, это не было бы частью нашего канала. Вот. Но так как он был под Богом, так как он обращался к Богу, и так как Бог ему отвечал, и он был еще и назиром, и так далее, он был внутри, он был в теме, еврейской теме, мы его оставляем. Ну, вот такой герой был, и не так много наших героев есть, и все равно они действуют всегда с разрешением и с помощью Бога, Байзрат Ашем. Грек так не думал, он так не думает. Герой может и должен бороться с богами. Он должен интриговать между богами. Он просит одного заступиться перед другим. Это особый менталитет. Я и мы. Огромная разница между двумя понятиями. И вот здесь впервые я, то есть человек, не герой, не абстрактный Самсон, не Самсон, прошу прощения, у них это был Геркулес, не абстрактный Геркулес, не абстрактный Аполлон, а совершенно конкретный человек, Гармодий, звали его. Вот такой Гармодий. И вот его лицо. Наравне с богами. Вот Гера, а вот Гармодий. Да даже он лучше, чем Гера изображен. Это впервые. Мы с этим столкнемся опять-таки чуточку раньше. Не люблю уводить, но интригую. Интригую немножко. И вот появляется то, что называется греческая классика. То есть в V веке, вообще V век уникальный век для истории человечества вообще. В V веке там далеко на востоке появляется буддизм, а в Китае появляется, примерно в это время появляется Конфуций. В Греции это расцвет культуры и философии. Персия впервые появляется на карте, и появляются религии того времени новые. В общем, это какой-то культурный взрыв, такое впечатление, что это был век таланта человечества. Но вот Греция в том числе взорвалась вот таким талантливым человеком, как Фидий. Перикл был мэром города, Иктин – это задумщик, даже не архитектор. Архитектор звали Каликрат, архитектора звали, то есть человек, который воплотил всю жизнь. Ну, сейчас бы сказали, что это начальник стройки. Вот. Но Иктин придумал, как должен быть построен храм. Они придумывают совершенно невероятную даже архитектуру. Такой архитектуры не было до появления этой группы людей середины V века. Разрабатывается особый принцип построения архитектуры. Архитектура становится подобна музыке. Она имеет определенный ритм и определенные пропорции. Сколько-то звучит, а сколько-то пауза.
Например, у вас с левой стороны сейчас метопа. Метопа – это изображение, такая вот небольшая плита с изображением каких-то событий. В данном случае это кентавромахия, то есть победа над кентаврами. Находится она высоко, наверху. Вы видите с правой стороны угол, это реконструкция храма. Она находится наверху. И между метопами нам пригодится. Я не просто упоминаю эти вещи. Между метопами есть так называемые триглифы. Это просто три полосочки. Такая же плита, чуть уже, на которой просто три полосочки. Глаз должен отдыхать. Должна быть посмотрел, отдохнул, перешел, посмотрел, отдохнул. Пропорции звучания колонны тоже взяты от человека. Впервые разрабатывается дорический ордер о том, что канон, то есть палочка мерная, это две палочки внизу в основании колонны, это канон, и 16-18 палочек вверх. Соответственно, это пропорции человека, то есть его стопы к его высоте. Впервые разрабатывается. Каждая часть гармонична, каждая часть подчинена огромной симфонии, архитектурной симфонии. Сначала строится этот храм, а потом начинает украшаться. И кто его украшает? То есть Ихтин планирует, а украшает его Фидий. С 1938 года, примерно по 1931 год, несколько лет он занимается украшением храма. Остались, к сожалению, от фронтона остались очень небольшие фрагменты, они, как правило, все обезглавлены, но по полету, по вдохновенности, по торжественности, по патетичности нет ничего и не было ничего до этого. Вот представьте себе, это революция. Не было ничего до этого подобного этим скульптурам и такому видению образов, что важнее. И мы можем только догадываться, насколько торжественно был сам храм. Теперь, собственно говоря, почему Парфенон? Это храм Парфенон, который построили 4 фактически человека, включая мэра города. Почему Парфенос? Потому что Дева, Парфенос, Дева, Афина Парфенос, и она была огромная, 12 метров высоты. Она была сделана, я, к сожалению, забыл название Хриза, дальше хризоэлефантинная техника. Она была сделана из слоновой кости. То есть нет, внутри нее стоял деревянный каркас, все в порядке, конечно, было бы безумием столько слоновой кости тратить. Но она была выложена пластинками слоновой кости, которые были тщательно подобраны друг к другу и отшлифованы, как настоящая человеческая кожа они воспринимались. И вся одежда на ней была сделана, окована, точнее, листочками, тоже подобными друг другу, золота. То есть перед нами масштабная скульптура. Эта скульптура сделана в тончайшей технике. Эта скульптура демонстрирует богатство, потому что Парфенон был построен в благодарность за победу над персами. И одну из побед. Греко-персидские войны длятся очень долго, пока Александр Македонский не прекратит через некоторое время. Вот. Но впервые вы вспомните маленьких башков, которым поклонялись на Крите или в Микенах. Вы вспомните Куроса и Кору, которые были величиной высотой человеческий рост. Вы вспомните Геру, которая была чуть больше человеческого роста. И вдруг сразу 12 метров. Такого еще не было. Он делает еще больше. Он делает Зевса 17 метров. Он сидит на троне, не здесь, в другом городе, не в Афинах. Он сидит на троне, и все уже тогда шутили, что если Зевс встанет, он проломит крышу, потому что мог поместиться. То есть первое, чем пытается Фидий поразить людей, это масштаб. Второе, это техника выполнения, то есть слоновой костью золота. И третье, что, видимо, самое главное,
Я вам покажу Зевса, сидящего Зевса, вот именно этот Зевс, золотой, Зевс олимпийский, одно из достижений тоже Фидия. Но самое главное, что он придает им, монументальность, отличную от людей. И если наши братья с вами были героичными, помните, там мы парный портрет видели, они были героичными, героическими, то здесь героика уступает место одухотворенности. Афина плывет, она отличается от любой женщины на земле необыкновенным благородством, если можно говорить о богах в такой форме, необыкновенной возвышенностью, духовностью, если хотите, духовностью. Это две Афины. Одна из них строгая. Я не знаю, видны ли достаточно картинки, но вот это, прошу прощения, у меня есть стрелочка, я вот теперь знаю, как ею пользоваться. Вот. Вот эта Афина, о которой мы с вами говорим, она строгая. У нее были вставлены глаза. Мы сейчас только можем представить себе, какими они были, но знаем по другим скульптурам. На белках черная радужная оболочка, и поэтому они были страшными, они были впечатляющими. То есть огромная скульптура, около 3 метров роста, с четкими, черными, прямо смотрящими глазами должна была пугать человека. Это то, что называется одним из аспектов религии. Боги должны быть пугающими более нежели люди. Вот Афина здесь – это само торжество, это вальяжность, это покой. Она воительница, принесла покой Афинам. Это невероятный взлет. Мы сейчас еще... Нет, да, еще одна картинка. Это уже не сам Фидий, это школа Фидия. И поэтому ученики сохраняют его одухотворенность, пытаются ее сохранить. Это явно необыкновенные люди, а сами боги, они отличаются от нас, и мы должны вот особое чувство испытывать в том направлении. Фидий сам о себе сказал, и мы должны с вами признать, наверное, что это правда. Фидий сказал, он, понятно, что хвастливый мальчишка, в кавычках, конечно, он сказал, что я создал богов. Вот до него было предчувствие Бога. Боги появляются только под руками Фидия. И сюда начинает стекаться народ. В храм Парфенон начинает стекаться народ, потому что ничего более потрясающего греки не видели. И это является пиком греческого религиозного духа. Этот храм с его наполнением, с его декорациями, с его скульптурами и еще похожие на него построенные храмы поднимают дух греческого народа, который начинает осознавать себя как победителя, героя, близкого вот к этим большим, невероятно красивым и неземным богам. Но этот взлет духа, когда сливается искусство и религия, это последний всплеск. Через некоторое время идет утрата, причем утрата только одной части этой пары, я имею в виду достижения искусства, достижения религиозные. Начинает утрачиваться религиозное. Не сейчас, не быстро. Через некоторое время акцент по достижениям Фидия
начинают учиться другие художники, скульпторы, но они по греческому менталитету, вернее, следуя греческому менталитету, они начинают смещать акцент. И первый акцент с богов на человека. Уж поскольку на богах разработана вся технология, то есть пропорциональность и выразительность, то теперь можно поговорить и о человеке. И вдруг появляется в этом же веке, то есть это они вместе сотрудничают, и Мирон, и Поликлет чуть попозже, и не такого масштаба люди, они занимаются более мелкими вещами и развивают целую индустрию, развивают целое направление в искусство. Оно, как, например, натюрморт выходит из многофигурной композиции в Голландии. Вот голландцы берут из многофигурной композиции натюрморт и развивают его в самостоятельное искусство. Так вот, Мирон и Поликлет впервые начинают с удовольствием рассказывать о человеке. Их не столько интересует идеология, их не столько интересует религия, хотя напрасно, потому что это объединяющий фактор. Но в то время так никто не думает. Нет идеологов искусства. Есть случайные открытия, которые помогают поднять дух или забросить его. Но героизм, то есть воспевание человека, начинается здесь. Первое, на кого стоит обратить естественно внимание, это люди, хорошо, ничего. Вопросы будут потом, написано. А что такое вопрос, Армен? Вопросы будут потом, я обязательно дам время. Начинают обращать внимание на кого? На самых красивых. Кто самый красивый? Кто долго сидит в гимнасии? Кто долго занимается? Кто занимается своим телом? Естественно, этот же самый человек потом будет побеждать и на спортивных состязаниях. Воины немножечко так в стороне. Воином может быть любой человек, просто ловкий. Но гимнаст, то есть человек, который посещает гимнасию, всегда будет еще и красивым. И это поощрялось и считалось даром богов. Красота считалась даром богов. Мирон делает скульптуру дискобола. Невероятно. Невероятно. Я специально снял с двух сторон, чтобы была видна пластика фронтальная, то есть так, как его можно увидеть. И вдруг немножечко ракурс, вот как раз красная стрелочка лежит на втором, я его подчеркиваю, что я о нем не забыл. Именно здесь видно, что фигура свинчена в штопор. Ноги в одном направлении, торс в другом направлении, голова даже желает опередить торс. Это же невероятное движение, это же мультфильм стоящий. Это кино, которое можно рассматривать, если ты будешь ходить вокруг этого, вокруг скульптуры. Ничего до этого. У Фидия такого не было. Но Фидий этим не интересовался. Его интересовало внутреннее наполнение скульптуры. Скульптуры Фидия немногословны. В них нет жестов. Это не пантомима. А вот здесь уже человек со всеми возможностями. Скульптор рассказывает о себе в том числе. Я могу и так, и это. И вот посмотрите, он с одной стороны любуется человеком и заставляет нас им любоваться. С другой стороны, он доводит до последней гаечки, он доводит возможности скульптуры. А что если? Так вот, дальше этой скульптуры ничего нет. Дальше уже пойдет, как это называется, гротеск. Это еще не гротеск, это еще мера, это еще искусство. Вот, но это человек. И прежде всего человек. Теперь что происходит с богами? В это же время у того же Мирона. Афина. Опять-таки мы, к сожалению, не можем увидеть вблизи и достаточно крупно эти скульптуры. Но поверьте мне, если вы придете в Пулковский музей и посмотрите на Афину, вы увидите девочку.
не больше 17-18 лет. Не знаю, я уже давно не могу понять, сколько девочкам лет. Вот, но очень молодая и очень обиженная. У нее такое обиженное лицо. Она настолько человечная. Это не та Афина Фидия, которая была богиней. Это другая Афина Фидия, которая участвует в некотором событии. И это событие делает ее чувствующей, так как мы с вами чувствуем, обиженной, расстроенной. Потому что Афина поиграла на флейте. Флейта очень громоздкая в Греции была. И чтобы на ней играть, надо было раздувать щеки. И вдруг она увидела свое отражение. И она так разозлилась, что она некрасивая, сам по себе миф очень потешный, но она так разозлилась, что она некрасивая, что она выбросила эту флейту, бросила с досадой. И эта досада написана на ее лице. Умничка, Мирон, умничка, Мирон. Но это обиженная. Как боги могут быть обиженными, если уж всерьез? Они же должны быть выше всего этого. Окей, окей, но у них они другие. Наш вообще не почти математический, то есть не имеет атрибутов. А вот Марсий, что он сделал? Он нашел флейту и начал на ней играть. Естественно, флейта была чудесная. И он играл превосходно и настолько загордился, что вызвал на соревнования Аполлона, проиграл, за что был жестоко наказан. Не будем рассказывать о жестокости. Ну, был жестоко наказан. Но вот такая парная фигура существует в истории искусства и сделана она Мироном. Вот она, да, я попытался все-таки, я вспомнил, я попытался все-таки снять лицо обиженной Афины. Эта фигура по-другому, вот там, где стоит сейчас красная стрелочка, она много раз копировалась. Вы знаете, что римляне практически ничего, кроме римского портрета, не придумали. Они повторяли греческие скульптуры. Ну, неправда, римляне молодцы, у них и своя архитектура замечательная, и инженерия, все замечательно, кроме того, что вот Греция для них осталась непревзойденным авторитетом. Вот Афина, только здесь она в другом шлеме, но скульптура часто ее переиздавали. В современном языке ее переиздавали. И следующий человек, Поликлет. Чуть позже, чем практически в то же самое время, что и работает Фидий. Вот. Поликлет занимается тем же, чем занимается Мирон. Он ходит на Олимпийские игры, он смотрит на победителей и воспевает победителя. Как можно воспеть победителя? Показать его человеческое, но божественное тело. То есть начинает обожествляться человек. Не очень хорошо. Это не очень хорошо. Он изображен как Бог. И это претенциозно, это амбициозно, это хуцпа. Но он изображен, правда, как Бог. Великолепно. С точки зрения анатомии, пропорций, выразительности. Он находит совершенно новый тип, новый эталон постановки человека, противоставление колен и торса. И эта скульптура совершенно. Люди ходили на нее смотреть. Вот если Фидию ходили смотреть на Бога, который победил в войне и дал мир городу, то здесь ходили смотреть на мальчика, который победил в Олимпийских играх. Разница впечатлений абсолютно разная. Разница задач абсолютно разная. Инструменты, методы очень похожи. Все похоже. Задача другая. И что же происходит дальше? Дальше уже начинается чуть-чуть карикатура. Тот же сам Поликлет уже начинает, если копьеносец это еще полный достоинства молодой человек, то тут явно у нас почти девочка. Почти девочка. Юноши, любующиеся лентой, которые повязали ему в знак победы, возможно, в бегах, потому что у него нет атрибутов, скорее всего, когда бег.
но в беге, прошу прощения, бега это что-то с лошадьми связанное, победа в беге. Вот. Но здесь у нас пропорции те же самые, но юноша явно привлекательный для того времени и красивый. Опять-таки, им надо было любоваться, но вот как уже, скажем так, внутренне выхолощенным произведением искусства. Оно наполнено любованием формой. Но это не все, что может быть в искусстве. И, кстати, одна из идей тоже, каждый из вас может над ней подумать. Искусство вообще пользуется формой и эмоциями. Важна форма и эмоции. Если форма и эмоции нет в искусстве, то мы на него и не смотрим. А как относится религия к форме и эмоциям? Еврейская отрицательно относится к форме. Я имею в виду к форме Бога, к форме человека, к форме чего бы то ни было. Форма, форма не должна доминировать, она должна быть самой простой. Почему? Потому что она не должна затмевать суть, она не должна затмевать религиозную составляющую. А как по поводу эмоций? Эмоции, да, Танах написан эмоционально. Танах написан эмоционально. Но именно для того, чтобы ты преодолел эти эмоции. Эмоции заставляют задуматься, а вывод идет религиозный. Нравоучить. Как бы нам ни было скучно, но он будет всегда нравоучитель. Это задача религии. Искусство и религии очень разные задачи. Искусство должно разжигать чувства, а религия должна усмирять, умиротворять. Мир в душе – это огромное достижение религии. А в искусстве этого нет. В искусстве этого нет. И, наконец, мы с вами переходим в совершенно другую эпоху. Вот с этого начинается другая эпоха. Это уже и начинается эпоха эллинизма. То есть то, что к нам попало. К нам не попало. Слава Богу, к нам не попал фильм. Хас халила, не дай Бог, кто-нибудь крестился бы на таких богов. Но их уже нет. А это 100 лет позже. 100 лет позже, слава Богу, к нам приходят мальчики, победившие в Олимпийских играх. Только теперь все атрибуты этих мальчиков, вся форма, которая была на мальчиках разработана, и на героях, братьев-героях, мы их с вами помним, передается теперь уже богам, богам достаточно известным. Аполлон Бельведерский, юноша почти танцующий, у него мягкая ткань, висящая, так сказать, плащ, висящий на руке, у него жест, направленный в сторону, ноги смотрят в одну сторону, жест направлен в другую сторону, то есть он поворачивается, вроде как бы даже наш дискобол, но вот немножко по-другому. Еще один любующийся собой мальчик, Мелигар, значит, у него произошла борьба, битва с кабаном. Вот. И знаменитая Артемида, девочка, которая идет нам навстречу ногами, вот, и тут же уходит от нас, и олень ей помогает от нас уйти, очень сложный ракурс, но потихонечку впервые обнажение в скульптуре появляется, как правило, в скульптурах Амазона. Амазонки – это не весь бог, что какие-то девочки-воительницы, которых греки время от времени побеждали, с ними дрались, их убивали. И это было просто одно из проявлений, так сказать, исторических событий. Вот была некая точка, где жили амазонки. И вот эти амазонки изображались, как правило, значит, либо с обнаженной грудью, либо обнаженные по пояс. Раненая амазонка, это чуть раньше стоит в музее. И боги, вот Афродита, мы сейчас к ней подойдем, Афродита на одном из, к сожалению, у меня нет этой фотографии, на одном из тронов, она изображена сзади,
этого трона барельеф. Афродита выходит из воды, то есть это Венера, знаменитая Венера, она выходит из воды, появляясь из морской пены, как ей положено появляться, но рядом стоят две девушки, которые пекутся от цниюти. Вы знаете, что такое цниют? Это наша еврейская, так сказать, скромность. Так вот, они пекутся о скромности даже этой богини, они прикрывают ее большим полотенцем, или тканью, или плащом, они ее прикрывают. Ее видно только плечи сзади, и даже не видно груди. Это богиня. О ней надо заботиться. Ей надо дать уважение, отдать дань уважения. И вот у нас появляется теперь богиня, да, она Артемида, и в то же время у нее, как амазонки, уже оголена грудь, это в общем-то, достижение. Теперь вот эта скульптурка, посмотрите на нее внимательно, опять-таки здесь уже люди, это мифический сюжет, но если вы поговорите со скульптором, серьезным скульптором, он вам скажет, что это слишком громоздкая композиция. Да, каждый из них выразителен. Да, пластика невероятная. Змея, которая объединяет всю фигурную композицию. Два сына Лаокоона, сам он мечущийся. Вы помните историю, это случилось на берегу моря, когда змей вышел по приказу Афродиты, по-моему, не Афродиты, а Афины, по-моему, и убил людей, которые склоняли греков не к предательству идеи. Вот. И скульптура выразительна. С точки зрения формы это очень сложно. Это очень сложно. Это гораздо сложнее, чем Афина Парфенос. Это даже гораздо сложнее, чем копьеносец Поликлета. Но вот искусство становится разговорчивым, если не сказать болтливым. Брак, мне нравится фамилия, не фамилия нравится, мне нравится сам художник Брак, он сказал, что ограничивая себя, художник должен ограничивать себя в средствах выражения, именно в этот момент он начинает проявляться как творческий человек. Вот есть некое ограничение, в котором ты можешь проявиться. И когда мы говорим о величайших скульптурах, мы, как правило, говорим о скульптурах очень скромных по движению, но выразительных внутри. Это то, о чем мы с вами говорили, когда говорили о Фидии. И еще одно проявление, сейчас я стрелочку перетащу, мне понадобится сначала Венера Миловская. Еще одно проявление эллинистического искусства. Венера, знаменитая, Венера Миловская слева, Кницкая справа. Есть еще одна, к сожалению, я не смог сделать был ремонт, я не смог сделать фотографии с нее. Вот. Но помните о цниюте, помните о скромности, помните о заботе художника о богине. О том, что не дай Бог десакрализовать ее. Очень важное слово десакрализация. Вот. Прокситель раздевает ее. Что это, какую пользу это приносит и какой вред это приносит? Польза – это достижение художника. Естественно. Этой скульптурой ходят любоваться. Я уже не говорю об этой. На эту скульптуру съезжались. Со всей Греции только чтобы посмотреть. Венеры того времени играют роль эротических фильмов современных. И в этот момент происходит десакрализация. Венера становится замечательной, очень красивой девушкой. Но как богини мне к ней обращаться уже, наверное, было бы, как грек, я имею в виду, мне бы обращаться было бы уже, в общем-то, наверное, незачем. И любоваться, да. Вот то, что называется десакрализация. Вот, происходящее. Теперь дальше. Храм, который построен, как говорят,
Разные источники описывают его по-разному, но храм был построен примерно во времена победы Маковеев. Примерно во времена, значит, этот храм датируется, Пергамский алтарь датируется примерно 166-156 годом. У нас в это время как раз идут войны. У нас идут войны в Иудее, а храм строится в память или в честь победы Пергамского царства, которое отвалилось от Селевкидской империи, посчитали себя достаточно сильными, а это значит, Селевкидская империя не может уже удерживать больше такую огромную территорию. Она отвалилась и победила галатов или галов на Балканском полуострове. И, значит, которые пришли с Балканского полуострова, и они и там воевали. И вот поставили такой замечательный алтарь. Что в нем не так? Что в нем не так с нашей, я имею в виду с религиозной точки зрения? Я, понятное дело, я говорю о религии в первую очередь, потом уже как художник. Обратите внимание, где находится фриз. Фриз – это то, что идет вдоль стены и обрамляет ее, и декорирует ее. Там написано гигантомахия, то есть не написано, понятно, она сделана горельефом. Там гигантомахия, то есть это борьба богов, олимпийцев с гигантами, с предшественниками. Все бы ничего. Но фриз Фидия был над колоннами вверху. Он призывал смотреть наверх. Он призывал признать себя меньше, чем то, что управляет, как если бы мы говорили об этом, что управляет войнами, что управляет этим миром. Человек внизу, боги вверху. Это была идея Фидия, он создал богов. Что делает скульптор, который делал Пергамский алтарь? Огромная лестница, я по ней поднимался, это музей Пергамона в Берлине. Кто с нами будет с раввином по музеям, следующая поездка будет в Берлине в конце апреля. Мы обязательно пойдем в Пергамон и будем видеть это все в реальности. Свяжитесь по интернету с нами. Вот по этой лестнице я поднимался. Это огромная лестница с неудобными, непривычными ступенями. Ты поднимаешься и проходишь, должен был пройти, потому что это западный фронтон, должен был пройти вот туда, в самую глубь. Там в самой глубине находился дворик. Во дворике стоял алтарчик. Большой, но все-таки алтарь. Там уже не было скульптуры ни Афины, ни Зевса, ни кого-либо другого. Там были люди. Вот что самое главное. Люди находятся во всей колоннаде. Они могут здесь ходить. Люди находятся внутри во дворике и приносят жертвы. Где находятся боги? Здесь. Под людьми. Мало того, весь храм был построен на склоне холма, ниже, чем все остальные даже храмы, но так, чтобы с колоннады было видно вид на город, на Нижний город. Там красивые сады, парки. В общем, это была видовая площадка. Ребята, полная десакрализация. Даже храмов. Я не говорю о скульптуре. Даже храмы были десакрализованы. Сейчас еще две картинки, наверное, и я подведу итоги. Здесь очень важно будет, наверное, уже даже я и картинок не буду показывать больше. Здесь очень важно вот еще один маленький момент, который нас подведет к правильному выводу. Среди гигантомахии участвуют гиганты, участвуют боги-олимпийцы, которых все знают, и какие-то древние, никто не знает какие, древние боги и какие-то вымышленные боги. Что это значит? Александр Македонский с небольшим войском, 30 тысяч человек,
вторгается на территорию теперешней Передней Азии, завоевывает одно царство за другим. Его волнует героизм и победа. Его волнует территории и слава Греции, слава Македонии в том числе. И что он делает по отношению к религии? Он делает, ну скажем так, идеологическую ошибку, а нам это только на пользу послужило. Он принимает всех богов, стран, которые он завоевывает. Он не запрещает молиться, и эти боги становятся одними из. То есть он приходит и говорит, вы можете сбаниться в том числе нашим, но и ваши, в общем-то, ничего. Так произошло и с нашим храмом. Он зашел, не осквернил ничего, высказал уважение и сказал, пожалуйста, продолжайте. Но наш бог добавился в пантеон. Куда? Вот сюда, в Пергам. Вымышленные боги – это боги стран, которые завоевывал Александр Македонский. Он прибавлял богов завоеванных к обилию существующих богов. Да, греческие боги – это олимпийцы, но остальные тоже существуют. И они тоже молодцы, и они тоже хорошие. Вот в этот момент подрезается корень, чтобы то, что мы могли бы назвать эллинистической идеологией, она нивелируется. Потому что чем больше богов, тем меньше содержание каждого из них. Бог может быть только один. Это мы с вами знаем. И он максимально наполнен. Он наполнен все могуществом, все знанием, все пребыванием. Он всегда и везде и так далее, и так далее. Он невероятен, и это единственное, чему стоит, и вообще можно поклоняться, если у человека есть религиозное чувство. Как только мы разбиваем, хас халила, разбиваем на атрибуты, на проявление, мы нивелируем его. Именно поэтому многие люди обращаются к кому-то как к посреднику и так далее, и так далее. Мы всю эту историю знаем. Так вот, придуманные, вымышленные боги, как сейчас говорят, вымышленные боги, это, скорее всего, отголоски того, что знает скульптор тех богов, которые завоевал Александр Македонский. И когда Иуда Маккаби поднимает восстание, борьба идет именно между идеологиями. Борьба идет именно между религиями, как объединяющими центрами. Не вокруг чего объединиться грекам, кроме как человека. Человек смертен, он слаб, и их много, и за кем идти не знаешь. А Иуда Маккаби вышел и сказал, мы пойдем за Бога, создателя неба и земли, защитника Израиля, управляющего историей. И все сказали, ты знаешь, наверное, это убедительно. Наверное, это правильно. Вернуться именно к такому Богу. Это то, что мне откликается в душе. Не сразу, но некоторые и многие потом евреи так и сделали. И я придумал, понятно, что этого не могло быть, я придумал немножечко слоган для Маккаби. Маккаби мог прийти к евреям и сказать, евреи, посмотрите, что вокруг вас. Скульптуры, храмчики, гимнасии. Среди этого можно жить. Этим нельзя жить. Человек может жить только идеей. Она придает смысл его жизни. Так вот, когда мы победили, потому что у нас было на что опереться. Это наш дух, это наша вера. Чудно просто произошло. Это чудо храма.